Люди изучили поверхность Луны лучше, чем дно собственного океана. 80% морских глубин до сих пор не нанесены на карту. Там, где давление воды раздавило бы подводную лодку, как консервную банку, ученые продолжают находить то, что переписывают учебники. Затонувшие города возрастом старше египетских пирамид, живых существ размером с автобус, и структуры, происхождения которых наука не может объяснить до сих пор. Один из найденных объектов заставил военно-морской флот засекретить данные на 20 лет. В августе 1997 года гидрофоны системы SOSUS зафиксировали звук, который не совпадал ни с одним известным источником в базе данных военно-морского флота. Сигнал пришел с глубины около 4000 метров в южной части Тихого океана, примерно в 1600 километрах от побережья Чили. Специалисты назвали его блип, от английского слова, обозначающего короткий импульс. Частота сигнала была настолько низкой, что ее мог уловить только профессиональный гидроакустический комп. Человеческое ухо не способно воспринять такой звук вообще. Анализ записи показал, что сигнал длился чуть больше 1 минуты и был зафиксирован сразу несколькими станциями слежения, разнесенными на тысячи километров друг от друга. Это означало одно: источник звука обладал колоссальной мощью. Для сравнения, синий кит, самое громкое животное на планете, производит звук мощностью около 180 дБ. Блип превышал этот показатель в несколько раз. Ни одно известное морское животное не способно генерировать акустическую энергию такого уровня. Национальное управление океанических и атмосферных исследований передало запись группе акустиков из университета Орегон. Те провели спектральный анализ и установили: сигнал имеет структуру, не характерную для геологических процессов, подводных землетрясений или вулканической активности. Структура была слишком упорядочена. Один из участников группы, доктор Кристофер Фокс, публично заявил, что за 30 лет работы с гидроакустическими данными он не слышал ничего подобного. Координаты источника сигнала были вычислены с точностью до нескольких десятков километров. Район совпал с участком дна, который картографы обозначали как неисследованный. Глубина в этом месте достигала 4300 метров. На картах там не было ни вулканических хребтов, ни известных тектонических разломов. В течение следующих 3 недель после первой записи гидрофоны зафиксировали блип еще 4 раза. Каждый раз сигнал исходил из одной и той же точки. Затем он прекратился так же внезапно, как появился, и больше никогда не повторил. Военно-морской флот засекретил полные данные о сигнале. В открытый доступ попала только короткая версия записи и технический отчет без координат источника. Спустя 12 лет, в 2009-м, исследовательское судно «Атлантис» провело картографирование дна в том районе. Сонар зафиксировал на глубине 4200 метров крупную аномалию рельефа. Правильной овальной формы, диаметром около 800 метров. Геологи не смогли объяснить ее происхождение вулканической или тектонической активностью. Официальный отчет экспедиции охарактеризовал объект как аномалию неустановленного происхождения и рекомендовал дальнейшее изучение. Дальнейшего изучения не последовало. Доктор Фокс опубликовал статью о блипе в научном журнале в 98-м. Редакция получила ее без энтузиазма. Рецензенты потребовали убрать любые упоминания о возможном биологическом происхождении сигнала. Фокс отказал. Статья вышла с пометкой «Требует дальнейшего подтверждения» и была фактически похоронена в архивах. Ее процитировали 3 раза за 10 лет. Параллельно норвежский морской биолог Хенрик Даль направил в Комитет по океанографии запрос на финансирование экспедиции к координатам источника сигнала. Комитет отклонил заявку дважды. Сначала из-за недостаточного научного обоснования, затем из-за нецелевого использования ресурсов. Даль подал заявку в 3-й раз, приложив акустический анализ на 42 страницах. Ему не ответили вообще. Тем временем в рыбацком сообществе чилийского порта Икики начали циркулировать другие истории. Капитан траулера Рауль Эспиноса в 96 году, за год до фиксации блипа, сообщил береговой охране, что его судно подверглось воздействию мощной подводной вибрации в открытом океане. Вибрация длилась около минуты, треснуло несколько сварных швов в корпусе и вышел из строя эхолот. Береговая охрана зафиксировала инцидент как столкновение с неустановленным подводным объектом и закрыла дело. Эспиноса настаивал, что никакого столкновения не было, судно двигалось, под килем было чисто и удара не было. Просто вибрация снизу. 2 других капитанов из того же порта описывали похожие случаи в том же районе океана в период между 94 и 96 годами. Один из них, Карлос Медина, рассказал, что его команда видела ночью обширное биолюминесцентное свечение под водой, на площади, которую он оценил примерно в полкилометра. Свечение не двигалось около 20 минут, затем угасло. Медина решил не сообщать об этом официально, потому что, по его
словам, никто все равно не поверит. Именно так и происходило. Никто не верит. Океанографическое сообщество в 90-е годы было занято другими приоритетами: изучением Эль-Ниньо, картографированием срединно-океанических хребтов, мониторингом температуры воды. Необъяснимый акустический сигнал из малоизученного района не вписывался ни в одну грантовую программу. Фокс к 2002 году фактически прекратил публичные высказывания на эту тему, после того, как его дважды не включили в состав экспедиций, в которых он должен был участвовать по плану. В 2004 году японский исследовательский зонд, работавший в южной части Тихого океана, в рамках совершенно другой программы ТЧО изучения глубоководных течений, передал на поверхность серию снимков с глубины 3800 метров. На одном из снимков был виден фрагмент морского дна с характерными бороздами правильной формы, расходящимися от центральной точки. Ширина каждой борозды составляла около 12 метров. Геолог, обрабатывавший материалы экспедиции, отметил снимок как требующий пояснения и переслал коллеге в Токийский университет. Коллега ответил, что это, вероятно, следы донных течений или геологического сдвига. Снимок попал в базу данных экспедиции и пролежал там без движения 6 лет, до тех пор, пока его случайно не обнаружил аспирант, работавший совсем с другими данными. Аспиранта звали Такеши Мори. Ему было 26 лет, он занимался анализом данных о температурных аномалиях глубоководных течений и совершенно случайно открыл не ту папку в архиве экспедиции 2004 года. Снимок с бороздами он увидел в 2 часа ночи, когда в лаборатории никого не было. Мори увеличил изображение, измерил расстояние между бороздами, оно было одинаковым с точностью до метра, и сохранил файл на личный носитель. Утром он показал снимок своему научному руководителю, профессору Ямамото. Тот изучал изображение молча около 4 минут, затем сказал, что это интересно, и попросил Мори не распространять материал до выяснения обстоятельств. Выяснение обстоятельств заняло 2 года. За это время Ямамото установил, что координаты снимка совпадают с районом, который фигурировал в засекреченном американском отчете о сигнале БЛИП. Информацию об отчете он получил от коллеги из Вудсхоллского океанографического института, который работал с частично рассекреченными документами военно-морского флота. Совпадение координат было точным, погрешность составляла менее 50 километров. В 2010-м Ямамото подал заявку на финансирование глубоководной экспедиции в Японское агентство морских и земных технологий. Бюджет запроса составлял $4 миллиона. Стоимость аренды исследовательского судна, топлива и эксплуатации 2 автономных подводных аппаратов на 6 недель работы. Агентство одобрило заявку через 7 месяцев. Это был первый случай за 13 лет, когда кто-то получил официальное финансирование для изучения этого района. Судно вышло из порта Йокогама в марте 2012-го. На борту находились 18 человек, 6 океанографов, 2 геолога, акустик, биолог, инженер по подводным аппаратам и 7 членов экипажа. Мори шел в экспедицию в качестве младшего научного сотрудника. Ямамото настоял на его участии, поскольку именно Мори первым обнаружил снимок. Переход до района занял 12 суток. На 14-й день судно встало на якорь над расчетными координатами. Первый аппарат, необитаемый зонд Кайко-2, был спущен на воду в 6 утра. Глубина в точке погружения составляла 4280 метров. Аппарат нес на борту 3 видеокамеры высокого разрешения, гидрофон, пробоотборники грунта и набор датчиков давления, температуры и химического состава воды. На глубине 800 метров датчики зафиксировали первую аномалию. Температура воды оказалась на 1,8 градуса выше, чем предсказывала модель. На глубине 2000 метров гидрофон уловил низкочастотный фоновый шум, который не совпадал с характеристиками донных течений. Инженер Судзуки отметил показания в журнале и продолжил спуск. На глубине 3400 метров одна из камер зафиксировала в толще воды крупный силуэт, который прошел на расстоянии около 30 метров от аппарата и исчез в темноте раньше, чем второй объектив успел его захватить. Длину объекта Судзуки оценил по масштабной сетке видеозаписи, не менее 14 метров. Форма силуэта не совпадала ни с одним видом, занесенным в базу данных глубоководной фауны Тихого океана. Аппарат достиг дна в 14 часов 42 минуты. Камеры включились на полную мощность, и на экране в рубке управления появилось изображение, от которого Ямамото встал из кресла и подошел вплотную к монитору. Борозды с японского снимка 2004 года были здесь. Они уходили в темноту за пределы обзора камер. Ровные, параллельные, одинаковой ширины. И они были явно свежими. Ямамото приказал Судзуки вести аппарат вдоль борозд в направлении их схождения. Камеры показывали дно, покрытое светло-серым илом, в котором борозды выглядели как свежие порезы. Края были четкими, без засыпания, без следов придонных течений, которые за несколько лет сгладили бы любой рельеф. Геолог Накамура взял пробу грунта из края одной борозды. Анализ показал, что верхний слой ила был нарушен не более 6 месяцев назад. Аппарат двигался вдоль борозд 23 минуты. За это время камеры зафиксировали 8 параллельных следов, сходящихся к одной точке впереди
по курсу. Расстояние между крайними бороздами составляло около 120 метров. Ни одно известное морское животное не оставляет следов такой ширины и такой правильности. На 24-й минуте связь с аппаратом прервалась. Судзуки немедленно попытался восстановить сигнал по резервному акустическому каналу. Ответа не было. Телеметрия показала последнее зафиксированное положение аппарата. 4291 метр глубины, примерно 800 метров от точки погружения по горизонтали. Затем экран телеметрии показал единственную строку. Потеря сигнала, причина неизвестна. По протоколу потери аппарата Судзуки активировал аварийный маяк. Устройство, которое должно автоматически отделиться от зонда и всплыть на поверхность при потере связи дольше 3 минут. Маяк не всплыл. Через 10 минут, через 20, через час — ничего. Кайко-2 стоил около $800 тысяч и содержал все собранные данные за 7 часов работы на дне. Вместе с ним исчезли пробы грунта, видеозаписи борозд и показания всех датчиков с момента погружения. Ямамото объявил паузу в работе на 24 часа. Экипаж прослушал запись гидрофона за последние минуты перед потерей связи. На записи был отчетливо слышен нарастающий низкочастотный звук. Тот самый фоновый шум, который Судзуки зафиксировал еще на глубине 2000 метров при спуске. За 18 секунд до обрыва связи интенсивность интенсивность звука резко возросла. Затем тишина. Биолог экспедиции Аяко Китагава предложила версию. Аппарат мог быть атакован крупным кальмаром. Гигантские кальмары рода Архитеутис способны повредить кабели и корпус небольшого зонда. Накамура возразил, что гигантские кальмары не водятся на глубинах свыше 2000 метров и не производят низкочастотных звуков такой интенсивности. Версию отклонить. На следующее утро Ямамото принял решение спустить второй аппарат. Уруму-3, более защищенный, с усиленным корпусом и дублированными системами связи. Перед погружением инженеры дополнительно укрепили акустический транспондер и установили внешнюю камеру кормового обзора, которой на первом аппарате не было. Уруму-3 достиг дна через 6 часов 40 минут. Камеры сразу показали знакомую картину. Серый ил, борозды уходят в темноту. Судзуки повел аппарат в том же направлении, что и накануне. Через 4 минуты камера кормового обзора зафиксировала движение за аппаратом. Что-то крупное двигалось следом на расстоянии около 50 метров, оставаясь на границе освещенной зоны. Судзуки развернул аппарат. Объект остановился. На экране было видно лишь смутное темное пятно в иле. Слишком большое, слишком неподвижное и явно не камень. Ямамото скомандовал немедленный подъем. Уруму-3 начал всплыть. Объект за кормой не двигался до тех пор, пока аппарат не поднялся на 100 метров от дна. Затем пятно на экране исчезло. Не уплыло в сторону, а просто перестало быть видимым, как будто ушло в грунт. Аппарат благополучно поднялся на поверхность. На корпусе были обнаружены 3 глубокие царапины, которых не было перед погружением. Длина каждой царапины составляла около 40 сантиметров. Расстояние между ними было одинаковым. Царапины на корпусе Уруму-3 сфотографировали и замерили. Глубина каждой составляла около 3 мм в титановом сплаве корпуса. Для того, чтобы оставить такой след на титане, требуется давление, которое не способно создать ни одна известная донная рыба или беспозвоночная. Накамура взял соскоб с краев царапин и поместил материал в пробирку для последующего анализа. Визуально в соскобе не было ничего органического. Только мельчайшие частицы самого титана и следы карбоната кальция, из которого состоит морской ил. Ямамото передал видеозапись последних минут работы Уруму-3 на борт через спутниковый канал в Токийский университет. Ответ пришел через 18 часов. Специалист по глубоководной фауне профессор Агата написал коротко: объект на записи не идентифицирует. Размер, по оценке Агаты, составлял не менее 8 метров в поперечнике. Форма нетипична для любого известного вида. Слишком приплюснутая, без выраженных плавников или конечностей. Агата добавил, что на такой глубине биомасса существ подобного размера теоретически невозможна без мощного внешнего источника энергии, поскольку пищевые ресурсы на глубинах свыше 4000 метров крайне скудны. Именно эта деталь заставила Ямамото вспомнить о температурной аномалии, которую зафиксировал первый аппарат еще при спуске. Вода в этом районе была теплее расчетной на 1,8 градуса. Такое отклонение характерно для зон гидротермальной активности, подводных источников, где горячая вода из глубин земной коры выходит на дно. Гидротермальные источники создают локальные экосистемы с высокой биомассой, независимой от солнечного света. Бактерии, питающиеся серой, становятся основой пищевой цепи, которая поддерживает крупных животных. Ямамото запросил у агентства разрешение на продление экспедиции на 2 недели и получил его через 3 суток. За эти 3 суток ожидания гидрофон судна зафиксировал 3 отдельных акустических события. Первое. Короткий импульс длительностью около 20 секунд. Частота совпадала с характеристиками блипа из 1997 года. Второе. Серия ритмичных щелчков с интервалом ровно в 4 секунды, продолжавшаяся около получаса. Третье. Продолжительный
низкочастотный гул, который ощущался не только на приборах, но и физически. Несколько членов экипажа почувствовали вибрацию в ногах, стоя на металлической палубе судна. Мари записывал все в личный дневник, который впоследствии стал основой его публикации в 2015 году. Он описал третье акустическое событие так. Вибрация шла снизу, из воды через корпус судна. Она длилась около 2 минут. У меня было ощущение, что что-то очень большое находится прямо под нами и издает этот звук намеренно. Я понимаю, что это не научное наблюдение, но именно так это ощущал. На 6-й день ожидания акустические датчики зафиксировали движение на глубине. Не одного объекта, а несколько. Программа анализа сигнатур насчитала не менее 5 отдельных источников движения, перемещавшихся на глубине от 3 до 4 тысяч метров в радиусе около 2 километров от судна. Скорость перемещения составляла от 4 до 7 узлов. Вполне типичная скорость для крупного морского животного. Объекты двигались не хаотично. Они двигались по замкнутым эллиптическим траекториям вокруг одной центральной точки, той самой, где борозды сходились в единый центр. Разрешение на продление экспедиции пришло на 7-й день. В тот же вечер Ямамото провел совещание команды и объявил план. 3-й спуск, но уже с иной целью. Вместо исследования борозд аппарат должен был найти центральную точку. Место, куда сходились все следы. Судзуки перепрограммировал маршрут Уруму-3, добавив боковые камеры с увеличенным углом обзора и подняв мощность осветительных прожекторов до максимума. Спуск начался в 5 утра. На глубине 3000 метров гидрофон аппарата зафиксировал те же ритмичные щелчки с 4-секундным интервалом, которые судовые датчики улавливали неделю назад. Вблизи звук был значительно интенсивнее. Судзуки увеличил чувствительность микрофона и записал полную последовательность. 274 щелчка подряд без единого сбоя в ритме. Акустик экспедиции Танака немедленно сравнил запись с базой данных биологических сигналов. Совпадений не нашлось. Аппарат достиг дна и двинулся по вычисленному маршруту к центральной точке. Через 11 минут камеры показали изменение рельефа. Борозды стали глубже, ил между ними был спрессован, как будто по этому месту многократно проходило что-то тяжелое. Еще через 3 минуты на краю освещенной зоны появилась структура. Это была не скала и не геологическое образование. Объект имел форму усеченного конуса высотой, по оценке Судзуки, около 12 метров и диаметром основания около 40 метров. Поверхность была темной, почти черной, с явно выраженной текстурой. Не гладкой, но и не хаотично шероховатой, а упорядоченной, похожей на крупную чешую или многоугольные плиты, плотно пригнанные друг к другу. Борозды расходились от основания этого объекта во все стороны, как спицы от ступицы колеса. Ямамото приказал Судзуки держать дистанцию 30 метров и обойти объект по периметру. Полный облет занял 8 минут. За это время камеры зафиксировали на поверхности конуса несколько особенностей. 3 отверстия правильной круглой формы диаметром около метра каждое, расположенные на равных расстояниях по окружности. Тонкие прямые линии, пересекающие поверхность в строгой геометрической последовательности. И у самого основания слой биолюминесцентных организмов, которые светились ровным синеватым светом, образуя четкую границу по всему периметру объекта. Накамура, глядя на запись, сказал одно слово — базальт. Затем поправил себя. Нет, не базальт. Текстура поверхности не совпадала ни с одной вулканической породой, которую геолог видел за 20 лет работы. Базальт на срединно-океанических хребтах образует характерные подушкообразные структуры при контакте с холодной водой. Этот объект не имел ничего общего с таким процессом. Поверхность была слишком равномерной, слишком геометричной. Танака в этот момент работал с акустическими данными и обнаружил следующее. Щелчки с 4-секундным интервалом исходили непосредственно из объекта. Не из воды вокруг него, не из грунта под ним, из самой структуры. Он трижды перепроверил направление сигнала и каждый раз получал один и тот же результат. Судзуки направил аппарат к одному из круглых отверстий и поднес камеру на расстояние около 5 метров. Внутри отверстия не было темноты. Внутри был свет. Тусклый, красноватый, пульсирующий с частотой, которую Мори позднее измерил по видеозаписи ровно 15 пульсаций в минуту. Такая же частота, как у человеческого сердца в состоянии глубокого сна. Ямамото молчал около 30 секунд. Затем сказал Судзуки взять пробу с поверхности объекта механическим манипулятором и немедленно начать подъем. Манипулятор коснулся поверхности конуса. В ту же секунду все щелчки прекратились. Абсолютная тишина в гидрофоне длилась ровно 4 секунды. Потом из всех 3 отверстий одновременно вышло что-то темное и живое. Быстро, бесшумно, прямо в сторону. Судзуки дал команду на экстренный подъем в ту же секунду, когда темные объекты появились в кадре. Камера успела записать 3 секунды до того, как изображение смазалось от резкого движения аппарата. На этих 3 секундах было видно следующее. Из каждого отверстия вышло по одному существу. Все 3 двигались синхронно, форма тела уплощенная, без выраженной головы, с множеством тонких отростков по периметру. Размер каждого около 2 метров в диаметре. Они не плыли в воде, они скользили вдоль поверхности конуса, как будто притянутые к ней. Уруму-3 поднимался на максимальную
максимальной скорости. Кормовая камера работала все время подъема. На записи было видно, что существа не преследовали аппарат. Они вернулись к основанию конуса и замерли там, снова образовав светящуюся границу у подножия структуры. Через 40 секунд после начала подъема щелчки возобновились. Все тот же 4-секундный интервал, как будто ничего не произошло. Аппарат поднялся на поверхность через 6 часов. Манипулятор был поврежден. Верхний сустав согнут под углом, который механически невозможен при нормальной работе. Проба с поверхности объекта в захвате отсутствовала. На корпусе аппарата не было новых царапин, только старые, оставшиеся от предыдущего спуска. Видеозапись последних минут перед подъемом Ямамото просмотрел 4 раза подряд. Затем вызвал всю команду в кают-компанию и воспроизвел запись на общем экране. В помещении было тихо. Китагава попросила поставить на паузу в момент, когда существа появились в кадре, и долго смотрела на замерзшее изображение. Потом сказала, что отростки по периметру тела похожи на видоизмененные параподии, конечности многощетинковых червей. Но многощетинковые черви не достигают 2 метров в диаметре. Максимальный известный размер — около 3 метров в длину для отдельных видов, обитающих у гидротермальных источников. Никаких 2-метровых в диаметре. Накамура взял слово и изложил то, что его беспокоило больше всего. Не существа, структура. Он провел ночь, анализируя видеозапись облета конуса и измерил углы между линиями на его поверхности. Все углы были кратны 60 градусам. Расстояния между линиями подчинялись строгой пропорции. 3 отверстия располагались под углом ровно 120 градусов друг к другу. Накамура сказал прямо: такая геометрия не возникает в результате геологических процессов. Никогда. Ни при каких условиях. Мари в своем дневнике записал реакцию команды так: никто не произносил слово, которое все думают. Мы говорили о геометрии, о параподиях, о температурных аномалиях. Мы говорили о чем угодно, кроме очевидного вывода. Ямамото передал полную видеозапись в Токио по зашифрованному спутниковому каналу. Через 6 часов пришел ответ не от агентства, а от представителя Министерства науки. Текст сообщения состоял из 2 предложений. Экспедиции предписывалось немедленно прекратить погружение и сохранять режим информационного молчания до получения дальнейших инструкций. Все собранные данные подлежали передаче в Центральный архив без сохранения копий на борту. Ямамото собрал команду повторно и зачитал сообщение вслух. Мари в этот момент, по его собственным словам, уже скопировал все видеозаписи на личный зашифрованный носитель. Он сделал это сразу после первого просмотра в кают-компании. Не из соображений нарушения протокола, а потому что, как он написал позднее, интуитивно понял, что эти записи могут исчезнуть. Именно эти копии стали основой публикации 2015 года, которая перевернула несколько устоявшихся представлений о глубоководной биологии и вызвала официальное опровержение со стороны японского агентства морских и земных технологий. Первое официальное опровержение в истории этой организации. Публикация «Море» вышла в марте 2015-го в независимом научном журнале «Глубоководные исследования». Статья содержала 47 страниц, 18 кадров из видеозаписей, акустические спектрограммы и геометрический анализ структуры. Мари не делал выводов о природе объекта. Он только описывал факты и измерения. Этого оказалось достаточно. В течение 72 часов после публикации статью скачали более 120 тысяч раз. Через 4 дня японское агентство морских и земных технологий опубликовало официальное опровержение, в котором утверждало, что экспедиция 2012 года не обнаружила объектов, представляющих научный интерес. А видеозаписи содержат артефакты изображения, возникшие из-за неисправности камер в условиях высокого давления. Агентство не объяснило, каким образом неисправные камеры зафиксировали геометрически точные измерения, воспроизводимые при многократном анализе записи. Профессор Агата, который в 2012-м написал Ямамото, что объект на записи не идентифицируется, отказался комментировать публикацию «Море». Его секретарь сообщила журналистам, что профессор недоступен. Ямамото к тому времени вышел на пенсию и жил в Киото. Он дал единственное интервью с небольшому научному подкасту, в котором сказал только, что видел то, что видел, и что его интерпретации не изменились. Больше он не давал интервью никому. Параллельно с японской историей в открытый доступ попал еще один документ. Американский исследователь Дэниел Харрис через запрос по закону о свободе информации получил частично рассекреченный отчет военно-морского флота о сигнале Блип. В отчете была страница, которую не убрала цензура полностью. На ней сохранился абзац, в котором аналитики флота указывали, что источник сигнала демонстрирует признаки направленного излучения, и что случайное природное происхождение сигнала такой структуры представляется маловероятным. Этот абзац военно-морской флот писал в 1997 году и засекретил на 20 лет. В 2016 независимая группа океанографов из Франции и Германии
Японии, организовала экспедицию к тем же координатам на собственные средства. Судно прибыло в район в октябре. Гидрофоны не зафиксировали никаких акустических аномалий. Зонд опустился на дно и прошел по маршруту, совпадающему с маршрутом японских аппаратов. Борозды исчезли. Дно было ровным, покрытым свежим слоем ила, без следов каких-либо нарушений. Конической структуры на дне не было. Совсем. Только ровный серый ил на глубине 4280 метров. Французский руководитель экспедиции Жан-Пьер Морель заявил, что это подтверждает версию об артефактах записи и геологической активности, которая могла временно изменить рельеф. Немецкий участник группы Клаус Бауэр опубликовал особое мнение. Температура воды в точке погружения была выше расчетной на 1,6 градуса. Почти точно так же, как фиксировал японский аппарат в 2012. Мори к 2016 году работал в университете Осаки. Когда ему сообщили о результатах французско-германской экспедиции, он попросил уточнить одну деталь. Проверяла ли группа акустические данные на частотах ниже 20 Гц в период с полуночи до 4 утра? Морель ответил, что нет. Мониторинг велся только в дневное время во время погружения. Мори не стал комментировать этот ответ публично. Соскоб с корпуса Уруму-3, который Накамура взял после второго спуска, прошел лабораторный анализ в 2014-м, через 2 года после экспедиции, когда Мори получил доступ к образцам через бывшего коллегу. Анализ показал в соскобе следы органического вещества. Фрагменты клеточных мембран, не совпадающие по составу ни с одним видом в базе данных морских организмов. Липидный состав мембран указывал на адаптацию к экстремальному давлению и температуре. Но главное, возраст органического материала, определенный радиоуглеродным методом, составил от 80 до 120 тысяч лет. Радиоуглеродный анализ органического материала со скобами Уруму-3 означал следующее. Существо, оставившее биологические следы на корпусе аппарата, принадлежало к линии организмов, существующей непрерывно от 80 до 120 тысяч лет. Это период, когда современный человек только начинал расселяться за пределы Африки. То, что обитало на глубине 4000 метров в южной части Тихого океана, пережило несколько ледниковых эпох, изменение уровня мирового океана на 120 метров и массовое вымирание крупных животных в конце плейстоцена, и при этом не попала ни в одну научную классификацию. Мори опубликовал результаты анализа в 2017 в виде короткой заметки объемом 4 страницы. Реакция научного сообщества разделилась ровно пополам. Одни требовали повторного анализа образца в независимой лаборатории. Другие указывали на возможное загрязнение пробы древним органическим материалом из морского ила. Мори передал оставшуюся часть образца в лабораторию Кембриджского университета. Результат совпал с японским анализом с погрешностью менее 3%. В 2019-м американское агентство по исследованию океанов выделило финансирование на картографирование района с использованием нового поколения автономных зонд. Экспедиция работала в течение 3 недель. Рельеф дна в точке прежних координат оказался изменен. Там, где японские аппараты фиксировали конус, теперь находилась впадина диаметром около 60 метров и глубиной около 8 метров. Как будто структура массой в несколько тысяч тонн просто ушла под грунт. Температурная аномалия сохранялась. Плюс 1,7 градуса относительно расчетного значения. Акустический мониторинг американской экспедиции работал круглосуточно, включая ночные часы. На 3-й сутки в 2 часа 40 минут ночи гидрофоны зафиксировали серию ритмичных импульсов с 4-секундным интервалом. Продолжительность серии составила ровно 18 минут. Затем сигнал прекратился. Источник находился на глубине около 3800 метров, примерно в 1,5 километрах к югу от точки прежних координат. Это означало, что объект сместился. За 7 лет между японской и американской экспедициями он переместился приблизительно на 1,5 километра. Скорость смещения около 200 метров в год или около 55 сантиметров в сутки. Именно такую скорость демонстрируют некоторые виды крупных морских черепах в состоянии покоя на морском дне. Разница в том, что черепахи весят не несколько тысяч тонн и не оставляют за собой геометрически правильных борозд шириной 12 метров. Полный отчет американской экспедиции 2019 года засекречен. В открытый доступ поступил только краткий итоговый документ на 3 страницах, в котором упоминается выявление акустических аномалий, требующих дополнительного изучения, и нетипичный рельеф дна предположительно тектонического происхождения. Раздел об акустическом событии третьей ночи в кратком документе отсутствует. Если вам интересно, какие другие тайны скрывает океан, не забудьте заглянуть на наш сайт WhiteOri.com. Там есть еще много удивительных историй. А может, вы сами нашли что-то интересное на дне? Ссылка в описании. Вопрос, с которого начиналась вся эта история, звучал просто. Что скрывают глубины океана? После 22 лет наблюдений, 3 экспедиций, 1 потерянного аппарата, засекреченных отчетов 2 государств и образца возрастом 100 тысяч лет, ответ по-прежнему не сформулирован официально. Но факты говорят следующее. На глубине 4000 метров в южной части Тихого океана существует или существовало нечто, оставляющее геометрически правильные следы на дне, генерирующее
генерирующая акустические сигналы мощнее самого громкого животного на планете, содержащая биологический материал возрастом около 100 тысяч лет и способная перемещаться вместе со структурой весом в 1000 тонн. 80% океанского дна не нанесено на карту. Средняя глубина мирового океана 3700 метров. Совокупный объем воды в океанах Земли составляет 1 миллиард 350 миллионов кубических километров. Человечество исследовало прямым наблюдением менее 1/20 этого объема. То, что нашла японская экспедиция в 2012-м, находилось там задолго до того, как первый человек вышел к берегу океана. И судя по температурной аномалии, которая фиксируется в этом районе по сей день, оно там до сих пор.